везет сам для себя то, что будет на нем построено. Вообще здорово. Вот эта тема. Итак, что я хотел сказать, дорогие друзья. Танечка, ты в том числе слушай внимательно, и я тренируюсь озвучивать видеофайлы. Итак, буду я озвучивать строительство дома на колесах. Дом на колесах — это дом на прицепе, на легковом, самый большой, который есть. Может быть, больше есть, но вот который я нашел, это был 2 метра шириной, сам прицеп, а 2,4 это с колесами, вынос, габарит. А длина его 4 метра, насколько я помню. Но сделал домик я 4,5. Ага, так вот, чтобы сделать домик на прицепе, нужно в первую очередь захотеть сделать домик на прицепе. Тогда сразу же появляются идеи, мысли, где, как достать прицеп, на чем его привезти, из каких материалов его делать, чтобы полегче и так далее. В общем, захотеть, это первое. Запишите. А если вы уже захотели, тогда вам нужно начать уже воображать, как он будет выглядеть, как вы будете на нем ездить, что вы будете делать, для чего он вам нужен. Может быть, он не только для вас нужен, а еще и для того, чтобы с помощью его воплощать какие-то мечты других людей, их друзей, твоих друзей. Ой, вообще, очень много разных интересных моментов можно с помощью его осуществить. Вы только представьте, насколько широкие возможности. Спасибо за внимание. Дальше все расскажу. Дальше все будет рассказано. Дорогие друзья, я немножечко акцент добавил. Это чтобы не было стандартно. Я вообще по-другому говорю. Но немножечко творчества в пути. Вы обращайтесь ко мне, я вам подскажу. А если захотите приобрести, чтобы мы вам построили, мы построим вам. С удовольствием построим, потому что это интересно. Что-то новенькое добавим, может что-то лишнее уберем, что вам не хотелось. В общем, все решаемо, друзья. Так вот, здесь все рассчитано, и он едет хорошо. Весит, конечно, около 2 тонн. Но это не важно и не страшно. Друзья, еще раз хочу сказать, что этот домик нужен тем, кто любит свободу, кто любит романтику, кто любит природу, кто любит красоту природы, кто любит что-то такое, которое не объяснить словами. Вот это для них. А если это ты, то для тебя, друг. Обращайся, я тебе все подскажу. Может быть, я тебе его и построю с моими друзьями. Вот есть тут такая возможность. Изначально был задуман такой проект, чтобы возле домика была сцена. У меня друзья музыканты, хорошие друзья, ребята. Есть просто такие хорошие друзья. В общем, один из моих друзей захотел, давай сцену построим. Все, вот так вот и появился вот такой вот, хоп, сцена. А потом пришла идея, а давай-ка сделаем тут комнату, чтобы закрываться.
чтобы там ночевать можно было. А потом пришла идея, что это может быть утепленная комната. Сначала вы здесь видите. Эта комната просто летняя веранда. То есть изначально это сцена, потом она превратилась в летнюю веранду, а потом она превратилась в полноценную утепленную комнату, которая быстренько разбирается и перевозится вот на том месте, где гамак висит. Потом привозится вместе с домиком туда, куда вы хотите. Расправляется, расставляется. Час и все готово. Можно месяцы жить там. Двухкомнатный дом со вторым этажом, прекрасный дом.